Здравствуйте. Некоторое время назад я показал свой альбом с банкнотами Республики Беларусь. Спасибо большое всем, кто посмотрел, оставил комментарии, какие-то реакции, лайки, дизлайки. Дизлайки тоже были. Я рад любой реакции, любому просмотру. Спасибо вам большое. И по итогам этих видео, серии видео, было несколько комментариев достаточно интересных, в том числе от коллег, по увлечению, по редкости тех или иных позиций. И был один вопрос от одного из зрителей, который спросил, собственно, сколько это все стоит. И немного поразмыслив над этим вопросом, я ответил, что на него надо отвечать, наверное, с некоторым уточнением, разделив как минимум на несколько более таких детальных вопросов. Во-первых, можно спросить, сколько это стоило лично для меня собрать это все. Второе, сколько это может стоить сейчас, если есть желание собрать точно такую же или плюс-минус похожую подборку. Третье, за сколько это можно продать сейчас. И опять же здесь можно тоже разбить на два варианта. Продать все сразу и дешево, быстро, либо продать по отдельности относительно дорого, но остаться, наверное, с кучей неликвидного материала. Хотя, как минимум в моем альбоме там абсолютно с точки зрения состояния, по крайней мере, неликвидного материала практически нет. Вот. Сразу скажу, что в этом видео я не отвечу ни на один, наверное, из этих вопросов, но поразмышляю, хотел бы немного поразмышлять о своем опыте коллекционирования, какие-то вопросы, касаемые цен и касаемые текущей ситуации, там, с редкостями, редкими позициями прокомментировать. Возможно, это будет кому-то интересно. Данный комплект я взял просто так покрутить в руках, подержать для такого видеоряда бонистического. Это не комплект из моего альбома. Второй комплект у меня тоже есть. И как одна из наиболее редких позиций на текущий момент по Республике Беларусь. Вот для видеоряда буду вам показывать его, я думаю. Лучше, чем просто банкноты, здесь ничего не может быть. Итак, что касается, собственно, моих мыслей по поводу того, что является наиболее редкими позициями. Их надо разделить, конечно, на две части. Первый момент – это в зависимости от того, что является темой собирательства. Если в объем альбома не класть памятные выпуски, то это просто ходячка, и там все достаточно просто и понятно. Самой редкой позицией будет 5-миллионник. В зависимости от того, собираете вы с учетом направлений защитных полос или нет, это будет одна или две банкноты. Все остальное относительно просто, и есть там относительно дорогие вещи, все собираемо. С небольшим уточнением, собираете ли вы первый выпуск 2000 года, то есть с более широкой, с более яркой защитной полосой или нет. Если да, то будет посложнее их подобрать. Если нет, то относительно просто. Если же говорить о банкнотах памятных выпусках, то их было на текущий момент 5. Давайте по порядку пройдемся. Миллениум был тиражом 2500 экземпляров выпущен. Несложная позиция, стоит сейчас где-то $250, как договоришься. Но 2500 это много объективно. Они всегда есть в продаже все время моего собирательства. Сразу скажу, что вот весь альбом, если я не сказал, сейчас повторюсь, может быть, я начал собирать пытался сейчас вспомнить для себя. Абсолютно точно, первые банкноты я клал еще до кризиса 2008 года. То есть где-то, не буду говорить середин, с 2005, но может быть 6, 7, 8 год. То есть лет 15 плюс я формировал этот альбом. Это не значит, что это так было сложно и там я что-то очень-очень долго искал. Нет, это просто одно из направлений моего собирательства. Что-то попадалось, появлялся интерес, выходили новые банкноты, я их клал. Конечно, все это можно собрать, особенно при наличии соответствующего бюджета, достаточно быстро, гораздо быстрее, чем я. Коллекционирование – это, собственно, не результат, а процесс.
Вы, наверное, меня должны в этом понять. Вот. После «Миллениума» были две памятных банкноты, тоже с достаточно большими тиражами. 10 лет Национальному банку и 20 лет Национальному банку, соответственно, тиражами 5500 и 3000 экземпляров, если я не ошибаюсь. Тоже очень большие, то есть больше тиражи, чем у «Миллениума». Конечно, их можно собирать по сериям банкнот. В первом варианте 10 лет там было 3 серии банкнот, во втором 20 лет 2 серии банкнот. Ну, я, честно, считаю, что это уже слишком. Я на этом не заострял внимание. И после этого у нас есть наиболее редкий, наверное, и тяжелый экземпляр. Это «Мирский замок» в буклете, 1000 экземпляров, который был когда он был выпущен, насколько я знаю, могу ошибаться, вот здесь вот эта информация просто с форумов, он стоил около $30, и сейчас стоит долларов 500 плюс, наверное, 500-600. То есть рост цены почти в 20 раз с момента вот номинальной цены, как он продавался из кассы банка. Самая сложная тяжелая позиция, 1000 экземпляров, да, здесь нечего сказать, сильно выросла в цене. Но я, честно, вот с моей точки зрения, потенциально более редким должен быть все-таки вот этот набор, который я вот листаю перед вами. Почему? Потому что он тоже был выпущен в объеме 1000 экземпляров. Но если мы посмотрим вот на эту табличку, которую коллеги по увлечению энтузиасты ведут и вели, вы видите, здесь собрана информация по сериям «Моя крайна Беларусь» этого набора. Я взял ее с сайта, и, по-моему, ее перестали вести или перестали обновлять где-то около, может быть, полугода, месяцев 8-9 назад последние были обновления. Я добавил чуть-чуть своей информации по своим банкнотам. Вы видите, что из 1000 экземпляров первая сотня вообще неизвестна, то есть неизвестно, вышла она или нет, и в каком виде она была выпущена. Там была информация о том, что должны были быть комбинированные буклеты с монетами и банкнотами. Вот, может быть, это было оно, но никто на рынке этого не видел. Дальше по каждой сотне вы видите достаточно большое количество разрозненных комплектов. На текущий момент официально замечено и зафиксировано как минимум 76 разрозненных комплектов. По двум причинам их люди делили, разбивали. Первый — это то, что не все было по качеству достаточно. Давайте я вернусь к видео от экселевской таблички. Первая причина была в том, что по качеству банкнот, когда ты их покупаешь в кассе, это было не все было в идеальном состоянии. Были некоторые дефекты по верхней стороне, были фотографии, были какие-то полосы по полям. Вот здесь вот у меня, насколько я понимаю, этого нет в этом комплекте. Ну и в том, который в альбоме, тоже нет, но это встречалось. И люди, соответственно, сразу его как бы купив, сразу пускали в оборот. Это было недорого. Почему? Потому что, вот я покажу, я тоже покупал это в кассе Национального банка. Вот чеки и инвойс. Если кому-то интересно, 1 августа 2016 года. И вы видите, номинальная стоимость комплекта 885 рублей. А отпускная цена 895. То есть фактически ты покупаешь комплект за номинал плюс 10 рублей. Это тогда $5 за вот эти картонки. И, соответственно, если ты купил, тебе качество не устраивает, ничего не стоило просто сдать и за эти же деньги купить новый. Таким образом, достаточно большое количество, как мы видим, комплектов было разрознено. И второй вариант, вторая причина, так как по номиналу это достаточно высокие номиналы, особенно вот последние, да, 200 и 500, люди оставляли себе подборку маленьких номиналов, а 200 и 500 тратили как законное платежное средство. Имеешь право, почему бы и нет. И, соответственно, оставались разрозненные экземпляры таких наборов.
Поэтому на текущий момент очень грубо можно говорить, что если даже и было выпущено их ровно 1000, то как минимум около 100 разрознено, еще 100 неизвестно, то есть около 800 или меньше. Потому что, понятное дело, таблицу, которую ведут энтузиасты, она не полным видео, не полную информацию себя включает. То есть около потенциально 800 наборов есть на рынке, полных, законченных, но и даже их на самом деле достаточно для удовлетворения нужд коллекционеров. Такие вот красивейшие окна покажу. Красота вообще потрясающая. Нет, давайте все покажу. Ну, на маленьких номиналах они не такие красивые. Вот. Поэтому потенциально, по моему мнению, конечно, вот этот набор, он должен быть самым узким местом для формирования полного альбома по Беларуси. Но на текущий момент, и, наверное, это хорошо, это здорово, на рынке коллекционеров меньше 1000 человек, очевидно, и всем при желании можно найти этот и положить себе альбом, в том числе и эту позицию. Ну, это, наверное, плюс-минус все, что я хотел рассказать, чем хотел поделиться своими мыслями по этому поводу. Спасибо большое за ваше внимание. Надеюсь, было интересно. Увидимся.